Всем привет, друзья! Кто видел мое предпоследнее видео, в котором я рассказывал про микрофоны, обратил внимание, что видос подлагивает. И это дело даже не в YouTube, это дело не в монтаже, это дело в программе. И поэтому сегодня я буду сравнивать разные приложения для съемки видео на айфоне, потому что, оказывается, не все приложения снимают одинаково. Итак, давайте начинать. И у нас сегодня на обзоре будет 4 приложения. Это будет, получается, приложение ProMovie, это будет приложение родное, приложение камера айфона, это будет приложение FiuOn, и это будет приложение Gimbal Pro. Это приложение от Ikena. И давайте посмотрим, в чем разница и как они снимают видео. И вы сейчас сами посмотрите. И, возможно, в конце мы вместе с вами сделаем выводы, каким приложением можно снимать видео на iPhone, а каким нежелательно. Итак, начнем с обычного приложения, которым я обычно всегда пользуюсь. Это приложение называется ProMovie. Обратите внимание на картинку. Сейчас сделаем какой-нибудь динамичный кадр, вот такой с проводкой, чтобы у вас было понимание, насколько хорошо работает. Итак, вот примерно в тех же условиях сейчас воспользуемся другим приложением. Итак, то же самое родным приложением камера. Родное приложение камера, родное приложение от айфона. Это приложение вообще есть у всех. Это, соответственно, то, что вообще по умолчанию, по дефолту есть у каждого пользователя айфона. Итак, в принципе, я думаю, будет все понятно. Поехали в следующее приложение. Итак, это у нас приложение FiuOn, 4К видео разрешение, и стоит у него 30 кадров в секунду. Вот у меня даже сейчас во время съемки такое ощущение, что немножко подлагивает. Вот это подлагивание, на самом деле, оно как раз и было у меня даже на предыдущем видео, на том видео, про которое я сейчас рассказывал вам. И, судя по всему, лагает это приложение. Так что приложение FiuOn, скорее всего, даже уже вот на этом этапе видно, что какие-то проблемы у него. Gimbal Pro это икеновское фирменное приложение, тоже 4К, 30 кадров в секунду стоит. Кстати, да, на программе, допустим, ProMovie есть возможность поставить еще битрейт у видео. Здесь вообще никаких настроек нет, кроме того, что мы можем поставить только исключительно разрешение видео и количество кадров в секунду. Ну, давайте сейчас за птичкой погоняемся, попробуем. Что-нибудь быстрое. Ну-ка. Так, голубей гонять получается. Ну что, у меня неоднозначное мнение по этому поводу, потому что стал сейчас смотреть видосы, и у меня такое ощущение, что подлагивают видосы все. И сразу мысль пошла дальше, что есть вероятность, да, того, что, возможно, эти лаги не связаны даже с приложением. Это, возможно, лаги связаны с обновлением на операционную систему iOS 15. Потому что, если вы посмотрите мои видео на других каналах, которые были сняты айфоном, и этой XS в том числе, не было таких проблем. Поэтому давайте так сделаем. Я сейчас буду думать, я буду разбираться с этой проблемой. Попробуем, мы все-таки решим этот вопрос. Буду держать вас в курсе. Не забывайте подписаться на канал, написать комментарий, если у вас есть идеи, что теперь с этим делать. Потому что откатиться обратно на 14 iOS точно не получится. Вот. С вами был Амир Гумеров. Всем удачи, всем пока. Вот такие вот у меня сегодня печальные новости.